Всем доброго дня, здравствуйте! Кто со мной еще не знаком, меня зовут Ульяна. В преддверии Нового года хочу вам предложить дизайн зимнего торта. Декор на этом торте не совсем обычный, это декор из упругого крема. Тема упругого крема для меня лично очень интересна, и я сейчас как раз работаю над созданием целой коллекции методов декорировать покрытие упругим кремом. Хочу признаться, что работа очень интересная, здесь большие возможности, и есть большие перспективы, мне это все интересно. И я пока все изучаю, пробую, экспериментирую. Покрытие данного торта – это упругий крем. Чтобы сделать такое покрытие, нужно использовать специальную форму. Я подготовила специальный мастер-класс, свой личный метод по сборке формы для заливания тортов. Нужная информация есть в описании под видео. Я заливала форму в несколько этапов. Снизу у меня использовался темно-синий крем, потом голубой, и в конце выливала белый крем. Переход от темно-синего к белому цвету. Для декорирования используем упругий крем для декора. Ссылки на рецепты есть в описании под видео. Цветы мы будем делать с помощью силиконовых молдов. Это 3D молд для большого цветка, он достаточно сложный. Перед тем, как заливать кремом, вы можете протонировать саму форму сухим красителем, оттенком, который вам нужен. Для того, чтобы идеально залить 3D-форму, мы будем использовать обычный шприц, который можно купить в аптеке, номер 20. Сюда нужно набрать упругий крем и начинаем с самого центра. Вот так нужно хорошо открыть форму и, придерживая одной рукой, вот заливаем крем в каждое углубление. После того, как мы заполним 1/3 3D формы, можно немножко остановиться и несколько раз отстучать форму по столу, чтобы крем еще лучше уложился в каждом лепесточке. А теперь отгибаем по очереди части формы и также хорошо со шприца заливаем крем в углубление, где у нас лепестки. Смотрим внимательно, чтобы ничего не пропустить. Заливаем крем до конца и одеваем резинку для того, чтобы она хорошо держала 3D форму. И теперь убираем в морозильную камеру. Такая форма будет застывать немного дольше, чем час. Но в принципе все зависит от морозильной камеры. Кроме больших цветов мы будем использовать еще мелкие цветы. Тоже вот у меня такой маленький силиконовый молд. Также заливаем со шприца. Чем меньше форма, быстрее застывает в морозильной камере. Значит, такую маленькую форму ставим в морозильную камеру на 5 минут. Также заливаем наш орнамент. Видите, я уже здесь заливаю другим способом. Кстати, хочу сказать, можно держать упругий крем в небольшом контейнере, а контейнер поставить в горячую воду. И крем будет практически длинное время в рабочем состоянии. Такая маленькая форма тоже застывает достаточно быстро, достаточно поставить на 5 минут в морозильную камеру. Весь декор, который мы уже сделали, выкладываем на ацетатную пленку. Это в том случае, если мы через несколько часов будем декорировать торт. Если, к примеру, торт будем декорировать завтра, то весь декор нужно убрать в контейнер с крышкой и держать в холодильнике. Ну и сейчас покажу, как вытаскивать такие 3D цветы из силиконовой формы. Сначала открываем его очень аккуратно. Сначала одну сторону по разрезу, вторую аккуратненько. Сначала оттягиваем сверху и постепенно продвигаемся вовнутрь формы, аккуратненько освобождая лепестки из силикона.
Вытаскиваем. Вот тут у нас небольшие дефекты образовались. Это спокойно можно оторвать даже. Это не повлияет на качество цветка. Такой цветок можно затонировать и после того, как мы его вытащили из силиконовой формы. Вот прямо на палец немножко макнуть в краситель, который нам нужен, вот светло-голубой, к примеру, сухой краситель, и вот аккуратненько пальчиками пройтись немножко по сердцевинке, по лепестках. Упругий крем хорошо впитывает в себя красители. Вот еще немножко можно взять даже кисточку мягкую и вот так размазать краситель. Сначала изготавливаем весь декор для нашего торта и только после этого начинаем украшать торт. Так как у нас зимняя тема, я сделаю снежные разводы. Вот с помощью кисточки аккуратненько делаем вот такие снежные потеки и рисуем сугробы как бы. Торт должен быть холодным для того, чтобы упругий крем сразу схватывался и застывал. Если вдруг у вас при работе вот такое случается, где-то попадет на покрытие, вот как у меня здесь упала капля с кисточки, не волнуйтесь, это все можно убрать. Вы сразу не трогайте, буквально через минутку, через две, когда оно хорошо схватится, берем чистую кисточку и снимаем. Вот, чтобы вы знали, если у вас будут какие-нибудь дефекты, это все можно аккуратно убрать. Делаем снежные потеки по всей окружности торта. После этого будем крепить остальной декор. Весь декор приклеиваем с помощью упругого крема. Смазываем упругим кремом в некоторых местах. И теперь приставляем к покрытию, слегка прижимаем, придерживаем и отпускаем руку. И все прекрасно держится. Делаем место для цветка. Вот так легонько ножом срезаем, делаем небольшое углубление, чтобы у нас цветок был приклеен не горизонтально и не вертикально, а как бы немного под углом. Нам нужен более плоский цветок, поэтому мы вот этот выступ, стоечку как бы цветка, срезаем ножницами, делаем цветок более плоский. Пробный вариант, смотрим, как его прикрепить. После этого обильно намазываем упругим кремом сверху и аккуратно приставляем на то место, куда нам надо его прикрепить. Придерживаем, не забираем сразу руку, потому что это большой цветок, и он требует немного больше времени, чем, скажем, предыдущий декор, чтобы упругий крем схватился с покрытием торта. Вот я даже не ускоряла, ничего не вырезала, вот как было, так и вам показываю. Вот чувствуем, что уже держится все, тогда уже можно аккуратненько отпустить. Для большей прочности, чтобы цветок хорошо держался, сзади можно еще подмазать упругим кремом. Таким простым методом крепим весь декор по окружности нашего торта. И в итоге у нас получается вот такой красивый зимний торт. Ну что ж, я искренне надеюсь, что этот видеоурок был для вас полезным и интересным. Напоминаю, что вся нужная информация есть в описании под видео. Обязательно встретимся в следующих выпусках. Всем до свидания и всего хорошего!